Как сплести вот такую веселенькую ключницу из газетных трубочек. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. В ключнице буду использовать вот такой кусок картона. Друзья, это не дерево, это картон. И вот в этом видео я показываю процесс, как делаю вот такие картонные заготовки. Их можно использовать и в качестве донышек для плетения, и как декоративный элемент. Вот в частности, как декоративный элемент ключницы. Я его буду декорировать определенным образом. Здесь кое-что будет, но попозже покажу. Сделала уже отверстие по углам. И вот именно под эту заготовочку я и подстраивала свою плетеную основу, которая будет у ключницы. В данном случае мне подошел обычный лист альбомный А4. Вот таким образом я разместила. Вот так будет располагаться декоративный элемент картона. Ну, соответственно, здесь я наметила сразу же, где у меня будут крючки. И уже от вот этих намеченных мест для крючков я отталкивалась, плясала и намечала, где у меня будут располагаться стойки. На самом деле можно и наоборот. Сначала разметить, где будут располагаться стойки, затем где будут крючки. Но у меня вот так, вот в таком порядке получилось. Плюс... Вот здесь, где отверстие у этой картонной заготовки, там я сделала в обязательном порядке стоечки, потому что потом это все будет закрепляться именно на стоечках. Здесь вот этой вот длины чуть не хватает, все-таки будет вот эта плетеная основа подлиннее, наверное, такая же, как и вот эта картонная заготовка по ширине. То есть тут где-то доплетается сантиметров 8. Ну или 7, вот как-то так. Пару слов о материале. Буду я плести основу для ключницы из вот таких газетных или бумажных трубочек. Я их храню в пакете, чтобы они у меня не пересушились. Пересохнут, все, плести из них будет невозможно, они будут ломаться. Эти газетные или бумажные трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. Крашу их. Здесь у меня разные цвета водных морилок. Также вот эти темно-коричневые покрашены колеровочным раствором. Специальным образом обрабатываю, чтобы в плетении они были мягкие, пластичные. В своих отдельных видео вот здесь ссылки оставляю. Я показываю все эти процессы очень-очень подробно. Вы можете посмотреть, поучиться, повторить, и у вас все получится. Вот такой материал для плетения. Из этих трубочек, конечно, я и корзины плету. На канале вы можете посмотреть другие мастер-классы по плетению из вот такого чудесного материала. Для оформления картонной заготовки буду использовать рисунок своего рода трафарет. На отдельном листе бумаги я нарисовала котиков, семейку котиков. Вырезала их по контуру, и этот контур буду использовать в качестве трафарета, наносить рисунок на картонную заготовку. С помощью белой эмали для радиаторов можно взять белила титановые, акриловые. И еще понадобится черная акриловая краска для выделения некоторых мест. Обратите внимание, что котиков я всех вырезала. Вот 4 котика нарисовала, и всех 4 я вырезала. Это мне нужно потом для того, чтобы выделять некоторые места. И сейчас беру этот получившийся трафарет, закрепляю его на картонной заготовке с помощью малярного скотча и с помощью губки белой акриловой краски, белой эмали для радиаторов, вот такими движениями наношу рисунок. Как только все пространство у меня заполнилось краской, убираю трафарет. Если какие-то места у нас остались недокрашенными, я кисточкой аккуратненько докрашиваю их. Рисую котиком хвостики по краешку. Ну, здесь у меня получилось, что некоторые моменты на камере очень сильно засветились, но принцип понятен. Далее на этом получившемся рисунке нужно отделить котиков друг от друга. С помощью черной акриловой краски я это делаю, то есть я каждого котика прикладываю, вот как на камере. И на губку наношу совсем немного черной акриловой краски, совсем чуть-чуть, переборщить здесь нельзя. И вот такими движениями похлопывающими я наношу краску по краю трафарета. Таким образом создается легкая тень и отделяется котик от другого котика.
потому что белые котики на одном фоне сливаются, да, и, соответственно, всегда же есть тень. Вот эту тень мы имитируем черной акриловой краской, вот такими движениями. Здесь я решила нарисовать все-таки границы самих котиков, очертания котиков. Взяла для этого очень тоненькую кисточку, это синтетика с жесткой щетиной, и черной акриловой краской наношу вот такие контуры. Начинаем работу. Я уже расположила трубочки, будущие стойки, по моему эскизу так, чтобы они были у меня на намеченных местах. Вот здесь линия, где у меня будут стойка располагаться. И на этой линии я вот так стойки и располагаю уже из трубочек. Закрепила я их малярным скотчем, обычный малярный скотч, чтобы при плетении они ни в какую сторону не двигались. И сейчас всю эту основу будем оплетать. Подставляю трубочку. И вот как я плету прямоугольное донышко, я показывала во многих своих видео. Также я оплетаю и вот эти вот стоечки обычным ситцем. Конечно, вы можете это делать и на каком-нибудь станке, но мне вот удобнее вот так. Здесь, конечно, у нас наращивание только за стойкой, поэтому вот в этом месте я наращиваю. Обязательно наращиваем с клеем. Клей хороший, не надо ждать, пока он схватится. Здесь вот у нас такое место, что виток у нас идет под стоечку боковую, поэтому разминаю очень хорошо в том месте, где будет виток. Вот здесь вот очень хорошо размяла, делаю виточек и плету в обратную сторону. Конечно, первый ряд плетется с трудом, да, вы видите, что стойки гуляют, шатаются, но при плетении последующих рядов уже стоечки будут фиксироваться в своем месте. Вот видите, они здесь уже все зафиксировались. Вот, и никуда не будут убегать. Поэтому первый ряд, конечно, нужно зафиксировать очень хорошо, чтобы, знаете, не пугаться, когда они будут туда-сюда. Ну, как я уже говорила, у меня тут, конечно, ассорти из трубочек, поэтому цвет трубочек меняется постоянно. Вот видите, то коричневый, то темно-коричневый я беру. Хотите одним цветом ключницу, то берите трубочки, красьте одним цветом. Здесь у меня остатки трубочек, поэтому я решила их использовать. Тем более, что под цветовую гамму моей квартиры это все подходит. Вот здесь делаю виток здесь и очень хорошо разминаю где-то 1 сантиметр от края. Раз, виточек. И придерживаю боковую стойку. Все равно боковые стоечки нужно все равно придерживать. На каком вы станке не плели бы, на любом станке нужно придерживать боковые стоечки, чтобы они у вас не гуляли. Здесь забыла сказать, что стойки у меня здесь не сухие. Вот эти вот, не сухие, они увлажненные. Но я так плету. Если кому вот это очень плохо, сложно, то, конечно, нужно сухие использовать. Но я сухие не использую практически никогда. Стоечки. В этом мастер-классе я показываю ускоренную версию плетения вот такой прямоугольной заготовки. Но у меня есть отдельное видео на канале, отдельный подробный мастер-класс по плетению прямоугольных донышек, прямоугольных таких заготовок. Вы можете посмотреть его по ссылке, которую я оставляю в описании под этим видео.
Итак, закончила плести основу. Обязательно проверьте, чтобы здесь все было у вас ровненько. Стоечки ровненькие, боковые стоечки ровненькие. Если все хорошо, то приступаем к следующему шагу. Это обрезаем вторые трубочки вот у стоечек. То есть каждую вторую я обрезаю вот таким вот образом. Там, где у нас виток рабочей трубочкой наверху, я обрезаю вторую стоечку вот на уровне витка. Там, где у нас виток рабочей трубочкой за, я обрезаю вот в этом месте. И вот так вот по всей длине. Вот там, где у нас боковые стоечки двойные, вот тут я обрезаю каждую вторую трубочку, а вот здесь вот я обрезаю крайнюю, вот здесь вот обрезаю крайнюю правую, а здесь крайнюю левую, а здесь обрезаю крайнюю правую. Вот так. Ну и, соответственно, у остальных стоек обрезается каждая крайняя правая. Исключение только вот эта вот пара, где левая трубочка обрезается. Ну, я думаю, что вам понятно. Вот мы все сделали. Здесь я уже нарастила рабочую трубочку на тот цвет трубочки, которым буду делать обмотку. У нас будет обмотка, то есть не простая загибка, а обмотка. Если вы сомневаетесь, ровно вы обрезали или нет, то обязательно на таком макетном коврике, ну, либо на какой-то самодельной разметке, посмотрите, да, как у вас располагаются стоечки и на одном ли у вас уровне обрезаны вот эти вот лишние стойки. Вот я приложила, смотрю, все ли тут у меня ровненько. Выравниваю, если что-то как-то что-то выпирает, подрезаю. Так, надеюсь, что вам здесь все видно. Боковую стоечку я загибаю вот таким образом. Я ее здесь обрежу. Далее вот эту рабочую трубочку я ее нарастила, удлинила. И сейчас решаю, сколько рядов я буду брать под обмотку. У меня это будет в среднем где-то 2 ряда. Ну, 2-3 ряда. Тут уже сами решайте, как вам удобно будет, да, самим. Вот, и вот таким вот образом делаю первый виток, а дальше пойдет очень все легко и просто. Далее идут следующие витки. Не обращайте внимания, трубочки слегка пересушены, поэтому вот возможно такие трещинки, которые, конечно же, я потом замаскирую. Естественно, замаскирую. Такого безобразия не будет, не переживайте. Здесь у вас вот это расстояние между стойками решает, 2 сделать вам витка, 3 или более. Так, вот смотрите. Вот смотрите. Вот здесь загибали стоечку. Я сейчас ее вот так вот подрежу. Срез либо вниз, либо от себя вовнутрь, но ни в коем случае не к себе делать. Далее я слегка подрезаю еще вот этот вот обрубчик. Загибаю следующую стойку. Вот так. И рабочей трубочкой делаю виток уже на следующую сторону. Соответственно, вот эта стоечка у нас прячется внутрь. Так. Беру в оборот следующую стойку, которую загнули. И также заматываю ее. Так. Наращиваем здесь рабочую трубочку. Наращивание рабочей трубочки обязательно происходит с изнаночной стороны. Вот моя изнанка, тут я все трубочки наращивала. И здесь рабочую трубочку, которой обматываю, также обрезала. Причем, конечно, желательно, чтобы срез не заходил вот на эту сторону. То есть всегда он, чтобы был вот здесь, максимум до этой трубочки. Так. В трубочку капаем клей, складываем кончик внутрь и ждем,
Можно взять очень хороший такой клей, либо полимерный, либо особо прочный Момент. Он хорошо схватывает. Вот, но я тут ПВА как-то не подумала. ПВА тут наращиваю. Ну, если ПВА наращиваете, то просто подержите немного времени, чтобы это место наращивания хорошо склеилось. Когда работаете этой трубочкой, обязательно ее сминайте по всей длине, особенно вот если она такая, как у меня, жестковатая слегка. Ну, это всегда в плюс. Тогда она хотя бы не будет слишком трескаться на витках. Так, вот здесь у нас, да, идет виток на следующую сторону. И здесь я срезаю вот эту стойку, которую сгибала. Вот так. Хоба. И на следующую сторону пошли мы. И на следующую сторону здесь точно так же сгибается следующая стойка. И обмотка делается дальше. И все по тому же принципу, что вот я сейчас делаю. В конце я уже показывать не буду, да, вот все полностью покажу конец. Можно витки делать не плотно, можно плотнее. Тут уже как бы на любителя, как вам нравится. Можно небрежно так сделать виточки. Тоже в этом своя интересность есть. Обязательно в процессе плетения загибки обязательно смотрите, чтобы у вас все было ровненько. Нигде не стягивайте лишнее. Ну, в общем, вот такие макетные коврики помогают, или разметка помогает увидеть, да, где вы лишнего чего-то стянули. В общем, обязательно смотрите, да, чтобы у вас все было ровненько. Так, теперь подошла вот к этому уголочку. Ну, уже тут последние витки делаю. Смотрите, вот эту вот стоечку я уложила. Так. И здесь стоечка угловая у нас, боковая. Я ее также укладываю. Вот так вот. И в этом месте я ее обрезаю. Но чтобы, конечно, у нас срез наш был внутри. Как бы не снаружи. Вот так. Обрезали. И вот таким образом она ложится. И мы делаем витки. Так, фиксируем все эти две стойки наши друг на дружке, фиксируем виточком. Вот, делаем витки последние. Так. Этот виток я делаю, видите, чуть-чуть к краю, так же как и здесь. Хочу симметрично, поэтому сделала к краю, вывернула на другую сторону. Так, а на этой стороне вот сюда виточек продела. Продела конец. И здесь можно его обрезать. Вот что с лицевой получается. Вот что с изнанки. Здесь подтянули и обрезали вот так вот прям под нолик, чтобы ничего не торчало. Вот. Соответственно, трещинки все замаскировали, все подтянули. Вот такое шикарное плетеное полотно у нас получилось. Сейчас нужно его прогрунтовать, покрыть лаком, и затем будем соединять две детали вместе. Чтобы сделать эту плетеную основу, заготовку достаточно жесткой, ее можно прогрунтовать. Я использую грунтовку глубокого проникновения Tex. Можно взять грунтовку обязательно глубокого проникновения, но другой фирмы, что у вас продается в магазинах. А если у вас есть паркетный лак, вот у меня, например, есть сверхпрочный паркетный Эколак Biotex, то при этом лаке я уже не грунтую. То есть я сразу лакирую вот это вот плетение. И оно также будет прочным и жестким.
При лакировке использую кисти с жесткой щетиной. Вот такие обычные. Я не покупаю специальные кисти для лака. Не вижу смысла. Эти кисти отлично справляются с этой задачей. Немного на кисть лака наношу и растираю обязательно. Щетина хорошая, проникает между фактурой плетения и растирает излишки лака, которые забиваются. Если у вас вот эта плетеная заготовка коробится, ну так уж получилось, да, вы плели, очень сильно стягивали, например, плетение или еще что-то, то после лакировки или грунтовки, вот как только немного подсохнет, липкость пройдет, сразу под пресс на сутки. Но не такой пресс, чтобы вот он прям сдавливал, да, а легкий пресс, чтобы держал форму горизонтальную. И, конечно, все выровняется. Так, вот лицевую пролакировали, изнанку. Сейчас пролакируем. Две стороны обязательно. Перед тем, как зафиксировать вот эту заготовку картонную с котиками, я сейчас закреплю крючки. Здесь крючки у меня выполнены из той же самой трубочки, в которую я вставила толстую флористическую проволоку. Ну и вот таким образом загнула, да, чтобы они были более-менее одного размера и формы. И сейчас я трубочкой начинаю прикреплять эти крючки к плетеной основе. То есть начала я вот с этого крючка. Здесь я трубочку вставила, конец закрепила и вот такими витками пошла наверх. Дальше эту же самую трубочку я продела к следующему крючку. То есть я не стала новую брать. Вот ту же самую, которую я здесь использовала, ту же самую продела сюда. И как бы сверху вниз у меня пошли витки. Вот это последний виток, который я делаю. Очень хорошо закрепляю, прям вытягиваю эту трубочку. Так, и этим же самым концом я буду закреплять третью трубочку. Но перед этим, не трубочку, а крючок, но перед этим я его буду приклеивать. Приклеиваю я прочным клеем, особо прочный момент. Я наметила, где, кстати, будут располагаться у меня крючки. Приблизительно это место, где заканчивается картонная заготовка. Ну, должна заканчиваться. Значит, клея капнули. И вот таким образом на уровне двух остальных крючков я закрепляю вот этот. Закрепляю очень хорошо. Фиксирую. Я хочу, чтобы у вас получилось, поэтому я все шаги говорю очень подробно. Итак, вот вообще в идеале должно получиться так. Здесь можно крючки немножечко подкорректировать, что я потом сделаю. Но смотрите, обязательно корректируйте его под вот эти крючки под ваши ключики. Да? Если ключики у вас свободно будут легко надеваться, без всяких таких, то все супер. Когда крючок более-менее зафиксировался на клей, я вытянула конец трубочки, которым обматывала вот этот крючок. С изнанки это все выглядит вот так. Практически не видно, что мы его вытягиваем на другие стойки. И сейчас буду им обматывать. Процесс довольно-таки простой. То есть мы берем крючок, делаем вот такой вот виток, убираем конец на изнанку, очень плотно прижимаем крючок, прям очень-очень плотно. Видите, у нас клей тут немножечко, он потом высохнет. Так, на изнанке, вот у нас конец вышел, на изнанке я его вытягиваю на другую сторону, на другой ряд повыше. Вот он у нас вышел. Так, опять же очень-очень плотненько вытягиваю его. Прям очень-очень. Можно и плоскогубцы взять, но смотрите, чтобы у вас трубочка не лопнула. Так.
на изнанку. И все то же самое туда-сюда, изнанка лицевая. И фиксируем 4 вот такими витками каждый крючок. 4-й крючок буду фиксировать вот этим же концом, только я его вверху перевожу на другую стойку, и к низу у нас получается фиксация. Чтобы удобнее было привязывать крючки, я их распрямила, так даже реально удобнее стало. Я им потом форму придам. Сейчас я уже практически последний шаг выполняю. Это скрепляю 2 основы, плетеную и вот эту картонную с котиками. Ну, соответственно, вот как я ее наметила, так я ее и здесь расположила. И трубочками по вот этим отверстиям и скрепила. Все очень просто. Единственное, что если вы боитесь мало ли там чего, можно ее приклеить сначала и потом прикрепить. Трубочками, мне кажется, это самый надежный вариант получается. Ну и как я ее прикрепляю? Очень-очень все просто. То есть я трубочку продела сначала в отверстие в это, потом на нужный ряд продела в плетеную заготовку, и здесь просто завязываю узелок. Как практика показала, такое крепление достаточно крепкое получается. Единственное, что узелок нужно завязать очень-очень сильно. В этом мне помогают вот такие хирургические инструменты, зажимы, если я правильно это называю. И вот таким образом я сильно-сильно стягиваю этот узелочек. Еще раз, сомневаетесь, капайте клея. Я не сомневаюсь, я так уже крепила. После лакировки будет все отлично и крепко. Вот что получается. А крючкам можно придать форму с помощью чего-то круглого, что подходит под размер, да, вашей формы крючка. Ну, у меня батарейка нашлась. Вот таким образом я подставляю ее и фиксирую эту трубочку с проволокой, будущий крючок на ней. Все. Вот такие крючочки получились одинакового размера. Очень даже удобные. И вот такая веселенькая ключница у меня получилась. Очень надеюсь, что вам понравилась идея, понравилось видео. Все необходимые ссылки на видео, которые я упоминала, и о плетении прямоугольного дна, и о создании картонной вот такой заготовки под имитацию дерева я оставляю в описании под видео. Обязательно заглядывайте туда, не забывайте, там всегда нужная полезная информация о том, сколько трубочек ушло, чем трубочки крашу и так далее, и так далее. Очень надеюсь на ваши комментарии, пишите обязательно, ставьте пальчики вверх и делитесь моими видео в соцсетях. Так вы оказываете огромную поддержку каналу и проекту. Желаю вам легкого плетения, вдохновения, плетите в удовольствие. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!